Привет! Это видео называется «Что будет с каналом в 2025 году?». Хотел несколько тем с вами обсудить. Надеюсь, вам нравится мой ракурс, микрофон. Можете тоже себе что-нибудь заварить. Первая тема, которую быстро хотел закрыть, это еще раз напомнить вам, что цены на мои курсы сейчас поднимаются. Они пока что старые, но 3 марта будут уже новые. Там не какое-то невероятное поднятие цен, там просто корректировка на инфляцию. Это буквально там 15-20% в зависимости от курса. Так что, если что, gofingerstal.com вам в помощь. Следующий вопрос — это насчет платформы. Очень, особенно в январе, по-моему, да? Куда? В январе? Было много сообщений насчет того, чтобы я выкладывал на Рутуб, ВКонтакте, где еще? Дзен. Ну, все вот эти вот платформы. Честно скажу, что я еще и до этого пытался на этих платформах выкладывать, но там алгоритмы никакие, и в целом я так понимаю, что эти платформы заточены на то, что ты приведешь свою аудиторию туда, откуда-нибудь. В отличие от Ютуба, который вот на этот момент мне позволил вот это количество подписчиков нарастить путем просто публикации контента. То есть единственная ставка, которую я делал, это на то, что я публикую интересные видео. И регулярно, ну, особенно поначалу, с интересными заголовками, интересными темами и привлекательными обложками. Все. Я никак не вкладывался, и вот эти алгоритмы YouTube позволили мне дорасти до того, что вы, например, меня сейчас смотрите. Поэтому я продолжаю публиковать именно на YouTube. Вообще, мне интересная ситуация. Расскажите, в связи с блокировками YouTube в России, как вы вообще смотрите это видео? Вы разобрались с VPN? Или кто-то где-то перезалил это видео, и вы смотрите? Как это происходит? Потому что я хочу по-прежнему выкладывать видео на YouTube. Я, например, там сообщество ВКонтакте по-прежнему существует, и я там рассылаю видео, точнее, рассылаю новость о том, что YouTube, новое видео на YouTube появилось. Я не хочу заливать туда, потому что это все там выглядит достаточно убого. Поэтому я продолжаю публиковать на YouTube и делаю ставку как раз на эту платформу. Если у вас ужасные сложности с просмотром YouTube, вы не разобрались с VPN и так далее, то я не знаю, что делать на самом деле. Возможно, я просто буду дублировать весь контент с YouTube на Boosty. Но спустя, например, неделю неделю после премьеры на YouTube. Я еще не решил, на Boosty это будет просто бесплатно публиковать, потому что там можно просто подписаться как на социальную сеть в Boosty, и я публикую видео, и вы просто смотрите. Либо за 200 рублей в месяц. У меня сейчас есть там минимальный такой тариф, 200 рублей. Почему бы и нет. Ну и, конечно, на Boosty там есть еще отдельный свой контент, кроме того, что публикуется на YouTube. Какие еще моменты? Какие еще приколы с YouTube, кстати? Вообще интересная вещь, потому что на YouTube странное у меня такое плато произошло. То есть я по-прежнему выкладываю видео, но подписчики не растут, однако как будто они немножко заменяются. То есть я вижу, что много отписок, и много подписок. И я не до конца понимаю, кто отписывается, кто подписывается. Кстати, был еще смешной пост у Чапаряна, значит, стата такая: вы когда отписываетесь, вы думаете, как глупо будете выглядеть, когда этот канал взлетит. Я думаю, кто отписался, они уже это не увидят, к сожалению. Так вот, да, и какое-то такое плато. У меня одинаковая цифра уже, мне кажется, не только много месяцев, но уже, наверное, несколько лет одинаковая цифра на YouTube. Не знаю, с чем это связано.
надо с каким-то спецом по Ютубу проконсультироваться. Может быть, то, что канал уже достаточно старый, и были разные всплески активности. Иногда я мало постил, иногда много постил. Не понимаю пока что. Но в целом мне все нравится, и я не так гонюсь за цифрами. Я очень доволен вообще той аудиторией, которая здесь накопилась. Супер уютная комьюнити. Ну, всех токсичных я обычно баню просто, или мы весело хохочем в комментариях. Ну, короче, я очень рад, что вы здесь, и продолжаю дальше YouTube. В том числе мне это позволяет продажа моих курсов и то, что поддерживаете меня на Boosty и на Patreon, позволяет мне продолжать вести YouTube. На самом деле, что будет с каналом в 2025? Я лично буду его продолжать вести и публиковать те видео, которые мне интересны. Например, я заметил, что вот я выложил видео, как я пытался снять перкуссию, она была очень хорошо воспринято, очень прям круто, люди его смотрели, реагировали. Потом я выложил видео, где я играю, и там кратно меньше просмотров. Какой вывод? Что только делать разговорные видео, такие импровизационные? Да нет, конечно, и играть мне кайфово и приятно, поэтому я буду это продолжать делать и не ориентироваться на цифры, потому что это, я думаю, путь, конечно, увлекательный, но не хочу по нему идти. Ориентироваться только на цифры, хочу делать, чтобы было в кайф. Мне в первую очередь. Что еще? У меня здесь просто заметки. Насчет концертов хотел рассказать, поделиться с вами. Интересная метаморфоза. В какой-то момент я думал, что, ну окей, хорошо, YouTube идет, мне в целом нравится такой формат. Лайв выступление, конечно, хорошо, но, наверное, я все-таки буду онлайн-гитаристом. Потом подумал, что все-таки нет, я бы хотел выступать, но уже не с каверами, уже с авторским материалом. Его вот так вот по щелчку не сделаешь. У меня что-то накоплено, что-то даже записано, но так, чтобы сыграть целый концерт авторский, у меня не было. Поэтому в последнее время в России я не так много выступал. Сейчас я переехал в Англию, и отсюда несколько интересных моментов. Во-первых, у меня появилось огромное желание выступать, потому что у меня поднакопилось авторского материала. И, кстати, скорее всего, будет альбом в этом году. Не обещаю, но я очень надеюсь. Про альбом, наверное, отдельно поговорим. Так вот, после переезда мне прям захотелось много выступать и, ну, подвинуть мастодонтов британского фингерстайла. Потому что хочется показать себя. И, ну, это интересная игра, да? Что вот как бы с нуля, меня никто не знает, как вообще здесь устроена индустрия, как они выступают. Я недавно, кстати, попросил вас в Телеграме проголосовать за меня, чтобы меня выбрали для разогрева у Джона Гома. Вот он здесь будет с туром выступать. Вот, мне интересно вообще, как здесь устроена индустрия. Я активно этим занимаюсь вот с 1 января и веду видеодневники об этом. Пока их нигде не публикую, я думаю потом сделать спустя год видео со своими результатами. Что я смог добиться, что я понял. Ну, пока что вообще очень активная такая синусоида. Я то очаруюсь, то разочаруюсь. Схожу на какой-нибудь открытый микрофон, где вообще никому дела нет до выступающих, и решу забросить. А потом схожу на другой микрофон, где все слушают просто с открытыми ртами, где бариста даже там кофемашину не включает, пока выступают, и овации. Ну, и, короче, вот так вот пока что. Посмотрим, что из этого выльется. Я думаю, еще, возможно... Ну, я еще думаю, мне выпускать через год вот это большое итоговое видео. Что будет через год, кто не знает. Либо промежуточные итоги тоже каждый месяц публиковать, например, на Boosty и Патреоне. Если вам интересно, если вам есть до этого дело, то напишите, пожалуйста. Еще в этом году исполняется 10 лет каналу.
Поэтому я думаю, что будет обновление сайта, обновление, скорее всего, обучающей платформы gofingerstyle.com. Я рассчитываю, что я запишу 1, а скорее всего даже 2 новых курса. Оба они по более продвинутым темам, потому что мне сейчас интересно это. Там курсы для новичков уже есть на сайте. Мне интересны более продвинутые истории, потому что я думаю, что за 10 лет все-таки аудитория хоть и обновляется, но много-много, я вижу, что много людей, это кто уже давно подписан на канал, кто уже прошел не 1 и не 2 курса вместе со мной. Так что вот для них следующим шагом я как бы держу в уме вот такого среднестатистического ученика, кто в целом уже вырос вместе с этим каналом. Ну и что? Ссылки на все. Хотя на что все? Если хотите курсы, то gofingerstyle.com. Если хотите дополнительный какой-то интересный контент, может быть, больше про мои мысли, хорошая комьюнити и приятный чат, это Telegram. Вообще там классная компания собралась. Если хотите больше контента, закулисья, если хотите поддержать канал и этот проект, то Boosty, Patreon, добро пожаловать. И да, и, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели это видео. И сейчас передаю микрофон тебе. Молчит. Но все понимает.